Волоча за собой сломанную ногу, умирающий медведь заходит в деревню, чтобы попросить о помощи. То, что происходит дальше, совершенно невероятно. Маленький Джимми Хьюз, которому исполнилось всего 7 лет, был так взволнован, что практически подпрыгивал на месте. Лора, его бабушка, отдыхала в тени деревьев после изнурительных игр с внуком. Он не виноват, что ей было за 70, и у нее не хватало энергии соответствовать его юношескому энтузиазму, но то, что Джимми сказал, заставило ее резко встать. «Вы должны это увидеть. На дороге медведь». Городок Фредериктон располагался в сельской местности, граничил с несколькими небольшими земельными участками, а затем выходил на участок общественной земли, который был популярен среди туристов. Но, несмотря на близость к лесистой местности, горожане редко видели диких животных. Появление медведя, о котором объявил Джимми, было редким событием. Лора вытерла руки и последовала за своим маленьким гидом через парадную дверь. «Вот», — сказал Джимми с оттенком самодовольства. «Видишь, я же говорил тебе, что это медведь». «У тебя действительно хорошее зрение, Джимми», — сказала она своему внуку. «Можно нам подойти поближе?» — спросил Джимми. «Я хочу посмотреть, что он делает». «Хорошо», — согласилась Лора. Хотя, наверное, остаться дома было бы разумней, но ей тоже было любопытно узнать об этом необычном посетителе улиц Фредериктона. «Но ты должен быть рядом со мной, хорошо, Джимми? Это дикое животное, и мы не знаем, что у него на уме», — сказала бабушка. «Держу пари, у него есть действительно веская причина прийти сюда», — предсказал Джимми. И, как оказалось, мальчик был прав на 100%. У медведя была душераздирающая причина прийти в город. Лора взяла внука за руку, и они вместе прошли мимо угла двора. Затем Джимми резко остановился. «Зачем он это делает, бабушка?» — спросил мальчик. «Почему он так странно ходит?» Лора в шоке прижала руку к рту. Это был необычный бродячий медведь, поняла она. Он был ранен. Это было ясно потому, как животное волочило за собой заднюю лапу по земле. Но это было не единственное, что настораживало в медведе. Судя по его удрученной позе, было очевидно, что это существо потеряло всякую надежду на собственное выживание. Скорее всего, он сходил с ума от боли и голода из-за неспособности прокормить себя и позаботиться о себе настолько, что он отправился в деревню просить о помощи. В этот момент в голове Лоры что-то перевернулось, и она перестала бояться медведя, какой бы страх она ни испытывала. Смотреть, как массивное существо неуверенно покачивается, изо всех сил стараясь сохранить равновесие, было душераздирающе, и она ускорила шаг. Позади нее Джимми тянул ее за руку, умоляя: «Нет, бабушка, а что, если медведь тебя схватит?» «Он этого не сделает», — с абсолютной уверенностью ответила Лора. «Разве ты не видишь? Ему больно. Мы должны ему помочь». Затем она подумала о чем-то другом. У нее было важное задание для Джимми. Наклонившись к его уху, она прошептала своему внуку: «Иди скорее домой. Возьми бабушкин телефон. Он на кухне». Джимми повернулся и с завидной скоростью бросился обратно в дом. Лора услышала, как за ним закрылась входная дверь. Но то, что произошло дальше, потребовало ее полного внимания. Какое-то мгновение медведь пытался подняться, но затем его уставшие конечности отказались повиноваться. С тяжелым стуком массивное существо упало, неуклюже перевернувшись на бок. Он издал пронзительный крик боли, и его голова упала на землю. На мгновение Лора испугалась, что он умер прямо здесь, и испугалась того, что придется объяснять это внуку, когда он вернется. Но затем, к своему облегчению, она заметила, что покрытая мехом грудь медведя все еще шевелится. Но надолго ли? Бесстрашно Лора подошла к большому медведю, который неподвижно лежал посреди улицы. Она хотела рассмотреть его поближе, чтобы оценить характер его травм. Хотя у нее не было специальных знаний в области ветеринарии, она выросла среди животных на молочной ферме и доверяла своим наблюдательным способностям. Она почти добралась до медведя,
когда возникла новая проблема. Улицы Фредериктона обычно были тихими, особенно в середине дня. Но внезапно на улицу выехал фургон с доставкой и быстро приближался к лежащему медведю. Из-за ее спины выбежал запыхавшийся Джимми, крича: «Бабушка, осторожно!» Лора подняла руки и закричала во весь голос: «Стой! Остановись!» В глубине души Лора подумала: «Из-за меня мы все погибнем». Но тут фургон остановился всего в нескольких ярдах от медведя. Водитель вышел и направился к животному. Он был явно шокирован. Он сказал, что я чуть не переехал его. Спасибо, что остановили меня. Знаете, из-за чего все произошло? При этих словах юные глаза Джимми расширились. «Он умер, бабушка. Он умер?» «Нет, он не умер. А значит, мы можем его спасти», — сказала Лора, призывая курьера помочь, но он удивил полезным предложением. «Я направляюсь на Уолкотт-стрит. Моя посылка находится прямо у полицейского участка. Я попрошу шерифа прислать кого-нибудь сюда». Лора собиралась позвонить в 911, но теперь набрала другой номер на телефоне, который принес ей Джимми. Как только она получила ответ, она быстро заговорила, описывая ситуацию собеседнику на другом конце провода. Тот человек с трудом мог поверить в то, что услышал. Доктор Брэндон Шнайдер был ветеринаром из маленького городка, чьи обычные дела касались рутинных процедур и жалоб, таких как кожная аллергия, лечение пожилых собак с артритом, стерилизация домашних животных, а иногда и вызов врача для оказания помощи лошади с коликами. Он служил обществу более 20 лет и за это время приобрел определенную степень уверенности в своих знаниях и способностях. Но сегодня ему предстояло столкнуться с самым серьезным испытанием в своей карьере. Собирая свое оборудование и немного транквилизаторов, доктор Шнайдер размышлял о том, насколько он был не готов к сложившейся ситуации. Но как только он прибыл на место происшествия, произошло нечто невероятное. Пока Лора и ее внук ждали прибытия помощи, к ним присоединились другие соседи, которые охраняли умирающего медведя. Один сварливый старик, старина Фрэнк, заявил: «Бедняга умирает прямо сейчас, пока мы разговариваем». Но никто другой не хотел признавать, что он, возможно, прав. Лора сжала руку маленького Ноя, желая, чтобы этот слабый проблеск жизни, обозначающий дыхание медведя, продолжался. Но затем, пока они наблюдали, произошло нечто, что вселило в них новую надежду на выживание медведя. Маргарет, женщина, жившая напротив Лоры, принесла баночку с медом и, поднеся ее к морде медведя, капнула немного меда. Медведь облизнулся, а затем удивленно открыл глаза. С ворчанием он поднял голову и замахал двумя здоровыми лапами в отчаянной попытке встать. «Нам нужно помочь ему подняться», — сказал мужчина по имени Билл. «Нет», — возразил кто-то еще, — «его нужно держать неподвижно». Но прежде чем можно было принять решение, на место происшествия прибыл новый человек. Лора Хьюз не удивилась, увидев шерифа Криса Крайдера, выходящего из своей патрульной машины. Он был очень практичным полицейским. Но он был не один. За ним последовал доктор Брэндон Шнайдер, старший ветеринарный врач деревни. Многие горожане, которые собрались, чтобы помочь, остались на месте происшествия. Доктор Шнайдер, готовя успокоительное, остро ощущал их пристальное внимание. Здесь он столкнулся со своим первым препятствием. При обычных обстоятельствах доктор Шнайдер всегда соблюдал осторожность и сначала взвешивал животное, которое он лечил, чтобы рассчитать оптимальную дозу. Но в случае с медведем это было бы невозможно. Поэтому доза, которую он ввел, стала приблизительной. Как только медведь потерял сознание, доктор смог полностью осмотреть его раны. Доктор Шнайдер обнаружил, что медведь получил перелом в 2 разных местах, и его прогулка по улицам Фредериктона усугубила повреждения. Кроме того, другие его конечности также пострадали. У него была временная нетрудоспособность и серьезная рана, в которую попала инфекция. Но травмы животного были лишь частью проблемы, с которой столкнулся доктор Шнайдер,
ухаживая за ним. Ему действительно нужно было доставить животное на операцию. Но как это можно было сделать с животным такого размера? Шерифа этот вызов не смутил. «Нам нужен трейлер для лошадей», — заметил он. Доктор Шнайдер знал нескольких коневодов, которые были у него в долгу, и через полчаса у него был свой трейлер. Теперь пришло время в буквальном смысле потрудиться. Медведь, лежавший на улице, был взрослым самцом, и для того, чтобы поднять его, потребовалась командная работа. С помощью нескольких прохожих доктор смог переложить раненого медведя на кусок брезента и затащить в трейлер. Все еще находясь под действием успокоительного, медведь проспал всю операцию. В этот момент по маленькой улице разнесся неожиданный звук. Кто-то захлопал в ладоши. Это был Джимми Хьюз. Все с облегчением улыбнулись, и несколько взрослых присоединились к ним. Они заслужили аплодисменты. Они совершили нечто необычное и героическое, и только маленький мальчик смог это осознать. Несколько человек последовали за доктором и шерифом обратно в приемную, где доктор Шнайдер пожертвовал участок сада, чтобы установить специальный вольер для медведя. Рану нужно было промыть и наложить швы, а лапу медведя перевязать. Когда медведь проснулся ближе к вечеру, он был раздражен. Но, как сообщил доктор Шнайдер, на самом деле это был очень хороший знак. Это означало, что лечение прошло успешно, и что медведь был на пути к выздоровлению. Когда медведь выздоровел и стал более активным, он был выпущен обратно в дикую природу, где ему и место. Как же повезло медведю, что он попал в город с добросердечными людьми. Дорогие зрители, а к вам когда-нибудь обращались за помощью дикие животные? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.